Всем привет! Сегодня у нас ретро-рубрика канала, где мы с вами вспоминаем, какие масштабные копии выпускались различными брендами около 10 лет назад. Хочу вам показать довольно симпатичную и, на мой взгляд, удачную масштабную копию советского такси ГАЗ-А Аримкус 1937 года. Модель продается в коробочке Deep Models, масштаб, естественно, 1 к 43. Впервые этот автомобиль поступил в продажу в октябре 2011 года. Сложно сказать, сколько на тот момент стоил этот экземпляр. Я предполагаю, от 1700 рублей до 2000, довольно большая цена, и сейчас подобные автомобили в Европе можно найти за 50-60 евро. Тоже недешево, но по уровню детализации этот автомобиль не уступает продукции Spark, Neoscale Models и некоторым моделям от GLM. И не стоит забывать, что подобных ГАЗ-А серийно больше никто не производил. Видел в продаже некоторые модели от мастерских, которые тоже уже давно не существуют. Также пару конверсий попадалось на глаза, сделанных из агатовской модели и из журнального варианта из серии «Автолегенды СССР». Но по уровню проработки они, конечно, уступают этому промышленному изделию, и автомобильчики немножко отличаются, потому что это не совсем серийный автомобиль, и подобные ГАЗ-А выпускались на московском авторемонтно-кузовном заводе из списанных машин, потому что изначально ГАЗ-А выходил только с кузовом типа фаэтон. И, насколько мне известно, настоящих машин было выпущено около 500 единиц. Сложно сказать, сохранилось что-то до наших дней. Во всяком случае, вживую я такие машины ни разу не встречал. И мне подобный автомобиль запомнился с задней обложки журнала «За рулем». Был довольно красивый рисунок художника Захарова, и где-то у меня лежит подобный журнал, но не нашел его для сегодняшнего видеоролика. И в комментариях вы можете написать, а видели ли вы когда-то похожий автомобиль? Возможно, у вас тоже есть похожая масштабная копия. Будет интересно узнать ваше мнение об этом изделии из эпоксидной смолы. И для сравнения вам приготовил пару моделей из журнальных серий, как раз ГАЗ-А и ГАЗ-М1. Можно посмотреть, как автомобили отличаются по уровню проработки. И также у меня в коллекции есть еще гоночная версия ГАЗ-ГЛ1. Он уже сделан на базе М-ки, но отлично смотрится, стоя рядышком на полке с этим вариантом. И если посмотреть на продукцию Deep Model с ранних лет, то складывается такое ощущение, как будто они искали себя, выпускали различные легковушки, как советские, так уже и российские. Был автоспорт, который как-то не зашел покупателю. Вполне хорошие грузовые автомобили и автобусы. И если посмотреть на нынешние изделия от этого бренда, то они больше переключились на производство советских грузовиков. Автобусы как-то отложили на задний план, а легковушки, на мой взгляд, совсем перестали выпускать, хотя, возможно, тоже в будущем порадуют какими-то новыми моделями. И данный экземпляр поставляется в стандартной упаковке. По размеру коробочка точно такая же, как у изделий Spark Models, и ранняя продукция Deep была оформлена в желтом стиле. Гоночные машины были в голубых коробочках, и уже впоследствии упаковка стала темно-зеленого цвета, закрытая, без выреза. Кому-то это нравится, кому-то нет, но для меня поздние упаковки от Deep чуть лучше, потому что изымать постоянно модель из такой коробочки не очень удобно, и она попросту приходит в негодность. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного бренда. Естественно, эти автомобили изготовлены в Китае. Есть наклейка с артикулом, по которому можно найти модель в интернете, и указан прототип ГАЗ-А Аримкус 1937 года. И насколько мне известно, у Дипа такой автомобиль предлагался только в одном варианте окраски. Тираж не указан, я предполагаю, что-то порядка 1500 моделей, и также с автомобильчиком не поставляется сертификат с уникальным порядковым номером. И у моего автомобиля отклеилось заднее стекло как раз перед видеосъемкой. Я его вставил в свое посадочное место, но оно может выскочить, поэтому не пугайтесь, я его потом просто подклею клеем ПВА. И вы можете посмотреть, как окрашена и собрана эта масштабная копия. Очень красивый, насыщенный темно-зеленый цвет.
И в похожем цвете от Deep Models у меня автомобильчиков больше нет. Хотя посмотрел на фотографиях, похож на этот автомобиль фургон «Москвич», который выходил чуть позже. И у меня «Москвич» в варианте почтовой службы в синем цвете. Я тоже вам его показывал. Очень ажурно выглядят колесные диски, спицы из фототравления. Также прекрасно изготовлены покрышки, черные крылья, дверные ручки в хроме в виде отдельных элементов. Сверху на крыше изображен тент, просто обозначили эту деталь черной матовой краской. И посмотрите, как у автомобиля проработан салон. Все окрашено, отлично смотрится. Также есть стеклоочиститель. Возможно, элементы с фототравления. Просто настолько мелкая деталь, что без увеличительного стекла не разберешь. Также на капоте есть вентиляционные отверстия. Они одно целое с капотом автомобиля, но издалека выглядят тоже вполне нормально. На задней части установили запасное колесо, есть регистрационный номерной знак, фонари в хроме, просто поверх обозначили красным лаком лампочки, и есть еще с правой стороны значок, что он обозначает, затрудняюсь ответить, ни разу не встречал таких обозначений. И также у этого автомобиля отличное качество хрома и вполне хорошая светотехника. Конечно, фары немножко уступают по уровню детализации более поздним моделям от этого бренда, но все же они лучше, чем у многих других производителей. Во всяком случае, здесь в глаза не бросаются черные точки, и на стеклышках присутствуют рассеиватели. Вот такой автомобильчик. Не буду откручивать его от подставки по понятным причинам. Эти автомобили очень хрупкие, и порой они сильно притягиваются к подиуму, и просто можно сломать днище автомобиля. И как-то делал обзор на Москвич пикап, и уже показывал в конце видеоролика фотографию днища автомобиля, и там, кто внимательный, мог увидеть, что крепежные отверстия у модели были сломаны. Покажу вам гоночный ГАЗ ГЛ, тоже очень симпатичная масштабная копия. У Дипа эта серия спортивных автомобилей тоже довольно занятная, но почему-то она не пользовалась спросом среди коллекционеров, и долгое время модели были в продаже, порой даже за хорошую цену. И в свою коллекцию я тоже приобрел далеко не все гоночные автомобили, но старался собирать наиболее интересные для меня экземпляры. В основном те машины, которые мне попадались на картинках задней обложки журналов «За рулем». И тоже чуть позже покажу вам гоночный ЗИС, который приобрел в свою коллекцию. Одну модель уже показывал, она была длиннобазная, и докупил к ней в пару короткобазный вариант. И могу вам показать журнальную масштабную копию, которая, возможно, есть тоже в вашей коллекции. Это вполне хорошая модель. У нее съемный тент, металлический корпус, пластиковая рама. Глушитель уже самостоятельно окрасил, также немножко красным цветом обозначил задний габаритный огонь и добавил регистрационные номерные знаки. И, кстати, если у вас есть умение, вы из этого варианта можете сделать закрытый автомобиль, из пластиковых кусочков вырезать боковые стенки, крышу и сделать оконные проемы. И у меня была мысль сделать подобный автомобиль, но пока что не хватает на это свободного времени. И последняя масштабная копия, которую мы рассмотрим в рамках сегодняшнего видеоролика, это всем известная М-ка. Тоже вполне хороший автомобильчик, он уже намного легче, чем предыдущий ГАЗ-А. И у этой модели пластиковые крылья, и из металла только часть кузова. Крыша, по-моему, тоже здесь из пластика.
И на этой модели тоже серебристой краской окрасил выхлопную систему. Так что вот такой симпатичный автомобиль-такси, который вы можете до сих пор встретить в открытой продаже. Конечно, это не дешевая модель, но не стоит забывать, у нее отличное качество покраски и сборки, хорошая детализация. И помимо Deep Models, такого автомобиля среди промышленных производителей больше никто не предлагает. Так что эта модель может стать отличным украшением вашей советской коллекции. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о легковушках от Deep Models. Стоило ли делать эти модели из металла или лучше их сделать из полимера, как это сделал данный бренд? Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и можете посмотреть другие видеоролики, их на этом канале скопилось более 1000. На сегодня это все, до новых встреч, пока!